Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание сырому яйцу. Поговорим о практиках, которые помогут вам в жизнь вернуть ваше достаток, изобилие, благополучие. Также вы решите многие вопросы со здоровьем. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните использовать яйцо в вашей жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты. Друзья, нам очень приятно. Вы знаете, на протяжении всей нашей жизни нам встречаются различные люди. Одни относятся к нам с добром, доброжелательностью, уважением, радуются за наши успехи, а другие ненавидят нас просто за то, что мы есть, и всячески стараемся причинить нам вред, чтобы жизнь изменилась в худшем направлении, чтобы беды и печали стали ее наполнять и преследовать нас на каждом шагу. Такие люди прибегают к помощи негативных энергий, потусторонних сил, готовы сглазить, наслать порчу, проклёны, только чтобы добиться своей цели. Они не желают идти своей собственной жизнью, им это не интересно. Они не желают тратить на это свое время и силы, но готовы тратить их на то, чтобы навредить кому-то. С такими людьми нужно быть очень аккуратными, осторожными. Если есть только малейшее ощущение того, что человек не искренен, не чистосердечен по отношению к вам, не стоит продолжать с ним общение, так как в такие моменты о себе напоминает ваша интуиция и указывает на то, что вам стоит беречься того, кто рядом. Но порой бывает и такое, что такие люди умеют хорошо маскировать свои истинные помыслы, делают все скрыто, а в глаза улыбаются в моменты, когда нам плохо находятся рядом, так как уповают от своих действий. А вот когда у нас все хорошо, мы достигаем успехов, они всегда расстраиваются, огорчаются, стараются преподнести наши достижения как что-то обычное, а иногда и вовсе стараются их свести на нет. В большинстве случаев делают это, когда нас нет рядом, и мы не можем противостоять их словам. Мы можем пытаться оправдать действия какого-либо человека, так как будем считать его близким другом. Делать так не стоит, и это касается всех без исключения. Стоит запомнить одно очень простое правило, что человек совершает только те действия, которые считает правильными и никак иначе. Если бы он не хотел что-то совершить, он никогда бы этого не сделал. Успешные люди, которые умеют выставлять правильные цели, делать все возможное для того, чтобы добиться желаемого результата, не боятся работать, чтобы привлечь в свою жизнь нужное количество денежной энергии, любят развиваться, не желают стоять на одном и том же месте, так как считают это нудным и неинтересным. Больше всего подвержены негативному влиянию со стороны недоброжелателей, поэтому такой категории людей нужно быть очень внимательными к своей жизни, выставлять вовремя сильную энергетическую защиту, никому не рассказывать о своих планах, действиях, чтобы этому не могли помешать, и, конечно же, обращать внимание на любые изменения в жизни. Если все было нормально, а затем начали происходить какие-то неожиданные действия, такие как денежные потери, неудачный денежный вклад, крупная покупка, которая была желаемой и не принесла радостное ощущение, а только расстройство и слезы, проблемы со здоровьем, которые из одной сразу же переходят в другую. Ночью усугубляется внутреннее беспокойство до такой степени, что не получается выспаться и отдохнуть. Утром не будет сил встать с кровати, а с каждым днем ситуация будет только ухудшаться, жизненные силы покидать. Могут начать напоминать о себе и хронические заболевания, и возникать новые, которые вызовут затяжную депрессию. Не будет желания и больше ничем заниматься, только чтобы это все прекратилось и жизнь стала обычной, беспроблемной, а проблемы будут возникать в разных сферах жизни. Сначала могут быть совсем незначительными, например, такими, как перед важной встречей сломался каблук, не завелась машина, и постепенно перерастать в более серьезные, такие как поломка техники машины, пожар в доме,
прорванные трубы или же воровство из дома самых ценных вещей, а также те, которые вы любили, и они притягивали к вам сильные энергии. На работе на этом этапе могут начать возникать недопонимания уже с коллегами, с руководителем. Если вы сами руководитель, то подчиненные не будут выполнять задачи, которые вы на них возлагаете. Из-за этого ваш бизнес, фирма начнут нести убытки и терять значительные суммы денег, заказы и так далее. В семье отношения будут наполнены скандалами, недопониманием, проблемами различного характера. Любовь и страсть может покинуть даже очень любящую пару. Дети начнут совершать какие-то действия, которые им не свойственны, могут связаться с плохой компанией, совершать много необдуманных поступков, вплоть до того, чтобы вынести из дома деньги или же уйти на несколько дней, ничего вам не сказав и сделав так, чтобы вы переживали. Ваша с ними связь утратится, появится пропасть. Возможно, ранее вы всегда были уверены в том, что делали, а сейчас этой уверенности у вас совсем нет. Вы ставите под сомнение каждый свой шаг и, соответственно, получаете должный результат. Вы не можете ничего просчитать, спланировать, предугадать. Новые мысли и идеи не наполняют вашу голову. Мало того, вы можете совершать необдуманные поступки, которые ранее ни за что бы не сделали, и они вас приведут в тупик, из которого вы не сможете выбраться, или же на это вам понадобится не один год вашей жизни. Мудрость покинет вас, и вы не сможете более находить никому подход. Вы не станете обдумывать слова, которые произносите вслух, и будете таким образом притягивать к себе потоки негативных энергий и таких же событий. Ваша жизнь прекрасная, разнообразная станет скучной, однотипной, неинтересной, не будет желания идти вперед, пропадет интерес к жизни. Если же что-то из этого начнет происходить в вашей жизни, вам нужно сразу начинать действовать и не давать возникшим событиям усугубляться. Такое может происходить и у ваших близких, поэтому практику, о которой я вам сегодня расскажу, вы можете применять и для них. Для этого понадобится сырое яйцо, хорошо, если это будет домашнее яйцо, так как оно обладает большей энергетической силой, чем магазинное. Также домашние яйца обычно продают свежими, поэтому они не успевают утратить нужные для вас энергии. Яйца, если получается купить в полнолуние, а если нет такой возможности и затягивать больше нет времени, приобретите яйца в любой день. Главное, до 12 часов дня. Чем раньше это будет, тем лучше, так как в это время энергетика дня самая сильная. Не берите за яйца сдачу или же отдайте ее на благотворительность. Как лучше в вашем случае поступить, решите сами. Здесь прислушайтесь к своей интуиции. Еще главным нюансом является то, что вы должны приобретать яйца в хорошем расположении духа и настроении. Если такового в данный день у вас нет или его кто-то подпортил, перенесите данное действие на другой день, иначе оно впитает ваш негатив и во время практики его вам еще и передаст. Яйцо способно преобразовывать негативную энергию в положительную, способно наполнять животворящей энергией. Это символ плодородия, новое начинание чего-либо. Энергетика яйца способна притягивать радость, тепло, свет, благополучие, изобилие, счастье, а также и другие светлые, сильные энергии, которые, придя к тому, кому она помогает изменять жизнь в лучшую сторону, избавит от различного рода тревог, проблем, порой и бед, восстановит поврежденное биополе, сделает его крепким. Яйцо с давних времен славилось своей силой. Изначально его преподносили в дар богам, когда просили о светлой жизни, когда завершалась какая-то сделка успешно. Те, кто ее завершал, били яйцо об яйцо и выпивали их. Это указывало на уважение друг к другу и на желание дальнейшего сотрудничества. Через время яйца стали преподносить близким людям, которым желали счастья и всего наилучшего. Если желали помочь человеку справиться с проблемами, преподносили такой подарок во вторник со словами: «Новый шанс в дар прими, все, что жизнь твою усложняет, измени». Человек должен был съесть данное яйцо, думая в этот момент о том, что бы он хотел изменить и о том, от чего он бы хотел избавиться. Делать ему нужно было только с чистым сердцем, не кривя душой. Тогда Вселенная и высшие силы помогали ему воплотить желаемое в жизнь. Яйцо – это также тайна творения, которая полностью не раскрыта и в наше с вами время. С ним связано много всего интересного и необъяснимого. Это источник силы, поэтому если научиться использовать их себе во благо, то жизнь будет полной чашей изобилия.
Купив яйцо, разместите его в изголовье кровати вашей или же того, кому желаете помочь на ночь. Пусть оно так полежит не менее 3 часов. Затем перед сном его нужно трижды провернуть по часовой стрелке, при этом обязательно скажите такие слова: «Яйцо по кругу кручу, знать хочу, кто мне что пожелал». Или называйте имя, на кого указываете и какой негатив на меня наслал. Яйцо силу прояви и мне на это укажи. После проделанного наберите в стакан проточную водичку, разместите возле яйца, затем возьмите щепоточку соли и положите на белую салфетку и также разместите рядом. Ложитесь спать, или же пусть тот, для кого вы это делаете, ложится спать, главное ни о чем не переживать, все будет хорошо. Яйцо поможет вам во всем разобраться и, соответственно, вы сможете избавиться от всех проблем. Утром, ни с кем не разговаривая, нужно взять стакан с водой, поставить его на подоконник, далее разбить в него яйцо, после чего подержать, считая до 3 в левой руке, затем вернуть на подоконник и посмотреть на то, что вы в нем видите. Яйцо состоит из белка и желтка. Белок – это то, что находится вокруг человека, а желток – это его собственная жизнь. Если, посмотрев в стакан, вы увидите в нем мутный белок, желток будет покрыт как бы пленкой, не яркий. Это означает, что на ваше состояние оказывает такое влияние зависть со стороны. Недоброжелатель находится среди близкого круга общения. Вы много рассказываете данному человеку, чего ему и вовсе бы не стоило знать. Пересмотрите отношения всех близких людей к себе. Постарайтесь на время от всех отдалиться. Делайте это по очереди и прислушивайтесь к своей интуиции. Она укажет вам на того, кто посылает вам такой негатив, от кого стоит держаться подальше, и как только вы вычислите этого человека, обязательно все восстановится. Проблемы уйдут, а светлые энергии обязательно придут. Если желток расползется, повредится, это укажет на то, что на вас навели порчу, что это ее непосредственное влияние, что вам нужно срочно провести сильную энергетическую чистку, которая снимет порчу и вернет вам вашу прежнюю жизнь, и больше ничего не будут у вас отбирать. Проблемы и беды больше не будут вас беспокоить. Самая подходящая практика для данного случая будет очищение с помощью соли и воды. Для этого наберите в миску или ванну водичку, сделайте вокруг себя круг из соли, после чего возьмите в правую руку жменю соли, закройте глаза и водите ней по своему телу, не пропускайте ни кусочка. При этом проговаривайте такие слова: порча мне больше не страшна, яйцом мне на нее указала, а соль и вода ее с меня сняли. Когда закончите, кинете щепоточку через левое плечо, представляя, как соль опускается в воду, так и порча уходит. После чего сразу выйдите из воды, ополосните ноги, а воду всю смойте, после чего вымойте хорошо ванну или же миску. Если от желтка будут идти нити, а на конце их будут пузырьки, это укажет на то, что о вас сплетничают, а вы принимаете данный негатив, позволяя людям так себя вести. Такое действие может быть и от того, что вы считаете, что то, что говорят данные люди, может быть правдой. Ведь порой со стороны виднее, но это не так. Со стороны не виднее, а завиднее. Запомните, пожалуйста. Поэтому, как только вы сможете изменить свое мышление и начнете отвечать таким людям, ваша жизнь сразу изменится в лучшую сторону, в ней появится что-то новое и хорошее, а от сплетен, дрязг не останется и места. Никогда не позволяйте никому садиться себе на шею. Даже если вы боитесь обидеть данного человека, это ни к чему хорошему вас не приведет. Для этого вам понадобится щепотка молотого перца. Далее выйдите на улицу, сделайте ней 3 круга над головой, после чего дуньте на него со словами: «Сплетни не принимаю, в свою жизнь их не впускаю. Пусть тот, кто их распускает, посыл свой заберет и его же и вберет». После проделанного вы увидите своего недоброжелателя, вся его жизнь начнет состоять из проблем, и ему больше просто-навсего будет не до вас. Если вы увидите, что пузырьки просто на воде, это указывает на то, что вас сглазили. Нужно провести также энергетическую чистку и восстановить свое биополе, а также притянуть больше светлых и положительных энергий, которые вам в этом помогут. Для того, чтобы убрать с глаз, возьмите веничек из зверобоя, шалфея и мяты, подожгите его от церковной свечи и окурите себя ним, проговаривая в этот момент такие слова:
с глаз на мою жизнь не влияет, ее покидает, защита с этого момента из сильных трав у меня, влияние никто не окажет на меня. Веничек должен полностью сгореть, остатки выбросите на природе, но так, чтобы по ним не ходили. Если вы увидите пену на поверхности воды, это означает, что вас проклинают, отбирают у вас жизненные силы, и вам нужно выставить защиту, которая убережет вас от влияния данного человека. Возможно, людей, но не стоит расстраиваться, всем людям не угодишь. Даже если вы самый добрый, отзывчивый человек, всегда найдутся те, кто будет этим недоволен. Поэтому исправляйте ситуацию и дальше идите своей дорогой, строя свою счастливую и радостную жизнь, сконцентрировавшись на своих важных вопросах и поставленных целей. Для того, чтобы избавиться от проклёнов, нужно выложить вокруг себя круг из веточек можжевельника, затем поджечь белую свечу и трижды пройти по кругу по часовой стрелке, держа свечу в двух руках, проговаривая такие слова: энергетически сильным кругом иду, проклёны отгоняю, свою жизнь и биополе от них очищаю. Больше на меня не влияют, жизнь мою не разрушают. Свечу не выпускайте из рук, пока не догорит. Огарок выбросите, веточки можжевельника нужно сжечь на природе. Если яйцо перекрутилось, это опасно и указывает на то, что вы совершили какой-то неправильный поступок, возможно, кому-то пожелали зла, может быть и такое, что вы побывали в каком-то очень негативном месте с разрушительной энергией, где подобрали злую сущность, которая сейчас оказывает на вас такое влияние. Поэтому вам нужно обдумывать все свои действия, проанализировать, взвесить, затем начать исправлять то, что произошло, или же обратиться за помощью к старинному ритуалу от злых сущностей. Для того, чтобы избавиться от злой сущности, сделайте квадрат из восковых свечей, далее станьте вовнутрь, проговаривая при этом такие слова: «Сущность меня покинь, я в свою жизнь стабильность призываю, ошибки свои готова исправлять и помощь от Вселенной принимать». Стойте в кругу до тех пор, пока свечи не догорят, огарки заверните в белую салфетку и выбросите подальше от дома. Также, после того, как вы оцените то, что влияет на вашу жизнь, независимо от того, какой перед этим вы проведете ритуал, нужно сделать обязательно еще и это, чтобы жизнь улучшилась за короткий промежуток времени и больше ничего ее не отягощало. Для этого высыпьте сверху соль, после чего покрутите стаканом 7 раз по часовой стрелке и при этом скажите такие слова: «Соль с тем, что на мою жизнь влияет, связь разорви, это от меня отгони, доступ к негативу перекрой, его в этой воде весь скрой». После того, как проделаете данное действие, сразу вылейте воду в канализацию, хорошо смойте, затем сожгите салфетку и также смойте пепел в канализацию. Это действие поможет вам разорвать связь с тем, что вам мешает. Затем возьмите яйцо, покачайте ним по всему своему телу, после чего возьмите пакет, насыпьте в него соль, завяжите и раздавите яйцо. Перемешайте его с солью, при этом проговаривая обязательно такие слова: «Все, что яйцо сейчас с меня убрало, соль собрала и забрала, энергетику мою очистила». На третий день возьмите яйцо, круговыми движениями, начиная от макушки головы, спускайтесь вниз к ногам. Делайте это не спеша и представляйте, как ваше биополе становится крепким, события в жизни нормализуются, при этом проговаривайте те слова, которые вам придут в голову. Когда закончите, яйцо вынесите на природу и оставьте под крепким деревом, но так, чтобы его никто не нашел и не раздавил. Очень скоро у вас все начнет улучшаться, прежняя жизнь станет даже лучше, чем ранее. Эту практику можно проводить столько раз, сколько будете чувствовать в ней потребность, не дожидаясь каких-то явных последствий. Она может использоваться и для подстраховки, чтобы знать, что все хорошо, а также способна убрать как обычный негатив, так и сильный. Вот такой, друзья, важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, этому видео, подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, услышимся уже буквально в следующем видео.